Мы были уверены. Я не знаю почему, но мы были уверены, что у нас будет мальчик. Наверное, мы просто хотели, даже мечтали, что у нас сначала будет мальчик, а потом девочка. И все, абсолютно все мне говорили, у тебя будет мальчик, у тебя живот, но острый, ты любишь соленые огурцы. Ну вот 100% мы были в этом уверены. А дело в том, что УЗИ раньше не было. И кто родится, был такой сюрприз. И вот наступил этот долгожданный момент. Мне говорят, у вас девочка! Как девочка? А ведь девочка хорошо. Я же ей косички буду заплетать. Я же ей платьишки одевать буду. И будет она девочка-девочка. Я ее в музыкальную школу отдам. Я ее на танцы отдам. Иди сюда. Я ее научу петь. Я ее научу танцевать. Готовить я ее научу. Ко всему я ее научу. Вот так. А это девочка. Я рядом с папой, когда он что-либо ремонтировал. Папа ремонтировал рядом с ним. Вся в проводах, микросхемах, вся в гвоздях каких-то, лохматая, грязная. Папа ей машинки покупал. Вертолетики. Бежать. И вот, эта девочка выросла. Подошла ко мне и сказала: мама, я ухожу служить в армию. Классно. Я вышла на сцену и на секунду зажмурилась от счастья. Все было так, как я мечтала. И красивое платье с кокошником, и зритель. Все по-настоящему. Зазвучала музыка, и я закружилась в танце. На танцевальный кружок я ходила уже 3 года. Мне особенно нравилось выступать на сцене. И вот зазвучали аплодисменты, мы вышли на поклон, и я увидела, как несколько мам моих подруг подбежали к сцене и дарят своим дочкам цветы. Наверное, когда твоя мама в зрительном зале, это еще большее счастье, чем просто быть на сцене. Не знаю, моей мамы в зале не было никогда. Ну просто она много работала. Стоя за кулисами и складывая концертное платье в сумку, я думала о том, как приеду домой и расскажу маме, как у меня дрожали ноги на сцене, как было громко от аплодисмента, как я зажмурилась от счастья. А про других мам ничего рассказывать не буду. Потом я долго ехала на автобусе, долго стояла на остановке, долго сквозь заснеженные от снега тропинки пробиралась к дому. Меня согревала мысль о том, что я встречу маму и расскажу ей про свой концерт. Я даже могу надеть красивое платье, чтобы мама видела, какая я красивая. Ключ предательски не входил в замочную скважину, и 6 секунд, и дверь открылась. Мамочка! В квартире было душно. Так же, как и там на концерте, громко играла музыка. Пахло колбасой. В большой комнате был накрыт стол. Мама держала в руках рюмку. Ее подруги открывали бутылку. Мне снова захотелось зажмуриться.
показывали концерт. Так себе танцевали. Мама протянула бутерброд с колбасой. Мне почему-то вспомнились девочки с цветами на сцене. Я медленно жевала и думала, что в следующий раз я буду танцевать еще лучше, еще красивее. Но главное, я не буду ждать мамы на концерт. Ее цветов после. В детстве я была мечтательным ребенком. Сказка «Золушка», «Красавица и чудовище» меня просто восхищали. Когда мне читали эти сказки, или сама я читала эти сказки, я всегда представляла себя принцессой в большом и красивом платье, с красивыми украшениями и сережками. Время шло, и начались лихие 90-е. Какие платья, какие украшения, жрать было нечего. Родители выживали как могли, и мой отец открывает фермерское хозяйство. И вот эта девочка со своими мечтами о принцах, о платьях выскребает говно из-под свиней. А еще есть коровы, овцы, еще есть куры. Вот. И есть лошадь. Сенокос длится 3 месяца. Весь огород 20 соток и целый гектар картошки. Ну вот, мне уже исполняется 16, и я знакомлюсь со своим будущим мужем. Вместе мы уже 4 года, и дело идет к свадьбе! Ура! Все с ним обсудим, мы подали заявление в ЗАГС! Но родителям пока ничего не говори. Вот он мой бал! Это день моей свадьбы! В 2000-х очень было модно свадебные платья с большими кольцами. Когда юбка у платья 3 раза больше, чем сама невеста. Я уже мечтала о таком платье, но со шлейфом. И первым делом я побежала брать это платье в прокат. Платье я, конечно, такое не выбрала. Взяла другое, со шлейфом, поменьше. Но все же он был. И вот мы с моим будущим мужем наконец-то сообщаем нашим родителям, что мы решили пожениться. И родители категорически против. Они против, потому что мы слишком молоды. Разразился целый скандал. Мой муж разругался с отцом и ушел из дома. И в этот момент я понимаю, что моя мечта о большой и красивой свадьбе рухнула. Стоял вопрос, будет ли свадьба вообще.
Может, мы просто распишемся? Ну и на этом все и закончится. Правда ведь, удобно же? Что париться-то? Но я-то мечтала о свадьбе на 100 человек. Но вопрос о гостях уже не стоял. В итоге свадьба все же была. На ней было всего 20 человек. Когда все закончилось, мне еще год снилось, что я выхожу замуж. Потому что вот это состояние бала и принцессы я так и не получила. Мы с мужем поженились в 2000-м. А в 2025-м у нас с ним серебряная свадьба. И я понимаю, что я еще погуляю, как я мечтала. Вы знаете, я вообще по жизни так счастливый человек. У меня всегда все с юмором, так знаете, на позитиве, все классно, все хорошо, вообще все великолепно. И все мои цели, которые, мечты, может быть, да, я исполняю сама. Но, к сожалению, есть одно желание, которое никак не зависит от меня. И это желание, чтобы исчезли мои головные боли. Голова болит настолько сильно, настолько часто, что я просто пытаюсь уйти в себя. Я просто пытаюсь включить свет, лечь спать, уснуть, просто не думать о них. И знаете, самое страшное, самое ужасное, что ни один врач не может установить причину этих болей. И самое обидное, что не может назначить лечение. Но я-то и вы, мы все прекрасно понимаем, что голова не может болеть просто так. И знаете, когда у меня болит голова, я засыпаю, у меня возникают разные страхи и ужасы, что я могу просто с этой болью уснуть однажды и просто не проснуться. От этой боли я просто могу умереть. Нет, вы не думайте, я не боюсь головной боли. Я не боюсь смерти, я не боюсь боли, я не боюсь умереть. Я боюсь только одного, как моя семья, мои близкие, мои родные останутся без меня. Это мой муж, которого я люблю и пилю. Это моя мама, которая и так в жизни потерпела очень много потерь. Моя дочь Полина, которая без меня уже не будет той Полины, которая является сейчас. Никто ее красиво не заплетет, никто ее не будет баловать, наряжать, никто не заступится на нее, если ее кто-нибудь обидит. И вы знаете, мне все говорят: Лена, куда ты спешишь, куда ты торопишься? А я просто тороплюсь жить, я просто спешу жить. В те моменты, когда у меня голова не болит, я хочу приносить все посуды платьев, переиграть во все настольные игры, объездить все города и страны. Я просто тороплюсь жить. И вы знаете, недавно я поняла,
все мои мечты исполнятся лишь тогда, когда пройдут эти головные боли. В маленькой семье у меня не было ни братьев, ни сестер, ни папы, ни бабушек, ни дедушек. Только я и мама. Когда я пошла в 1 класс, моя мама много работала. И я все время была дома одна. Конечно, как и все дети, я мечтала о собаке. И вы знаете, моя мечта исполнилась. Инопланетян. У них короткая кудрявая шерсть, как у пуделей. На концах длинных ушей висят помпончики. А недавно мы с дочкой шли на танцы. И я увидела эту собаку. Настоящую, живую. Овечку, инопланетянку. Я подошла, поздоровалась, познакомилась, нагладила, рассказала, что в детстве мечтала именно о такой собаке. Видим? Вика! Какой маленький такой, ну таким носом. Вика! Моя бабушка шила безупречно. Моя бабушка шила безупречно, идеально, долго, кропотливо, все, всегда, всем, безотказно, бесплатно, разумеется, никогда и копеечки ни с кого не возьмет. Спасибо, и то скромничала получать. Такую красоту делала и не ценила, и меня шить научила еще в детстве. В профессию я, конечно, такую не пошла
внутри все время не давало мне покоя. В декрете я вновь взяла в руки иголку и сделала 3 вещи. Я выложила их в соцсетях и стала ждать неделя, 2, 3. Не нужно, не ценно. Бабушка! Купили! Представляешь, купили! Бабушка! Они хотят еще купить! Бабушка! Я уже не справляюсь с заказами! Бабушка! Ну что ж, тебя глаза-то подвели! Из нас бы получилась отличная команда! Извините, простите, извините. И тут у меня появилась мечта. Мне захотелось сказать бабушке, родным, всему миру, что это ценно. Что то, что мы делаем своими руками, это ценно. Бабушка, я бросила банк. У меня свой бренд детских игрушек. Своя небольшая команда. Знаешь, мы отправляем игрушки по всей стране и даже дальше. В ответ мы получаем кучу добрых слов и фото с такими неподдельными детскими улыбками. Бабушка, вчера было 20 февраля, твой день рождения. Первый раз без тебя. То, что ты делала, ценно. То, что я делаю, ценно. Моя мама долго не могла забеременеть. Искала причину в себе, ездила к разным специалистам, но все безрезультатно. И уже смирилась с мыслью, что никогда не сможет иметь детей. Но вскоре встретила мужчину, ставшего моим биологическим отцом. Его звали Виктор. Они стали жить вместе, и спустя время мама узнала, что беременна. Она очень обрадовалась этому. По версии мамы, отец был не рад. По версии родственников, рад. Но я у него уже был 3-м. Правды не найти. Они разошлись, а мама стала ждать моего появления одна. Пришло время родов. Начались схватки. Поскольку мама акушер-гинеколог, она знала, нужно родить самой. Шло время. Никак не получалось родить. 3, 5, 7, 10 часов. Врачи понимали, мы оба измучены, и приняли решение делать кесарево сечение. На момент, когда меня извлекли, я был весь синий. Гипоксия составляла около часа-полутора. Непонятно, жив или мертв. Я будто помню, как меня берут чужие руки в холодных резиновых перчатках, несут по коридору, кладут в капсулу, подключают датчики, делают инъекции. Так прошло 3 долгих дня. Мольбы, слез, отчаяния, веры, надежды, то, что Миша будет жить.
На 4-й день к маме пришла врач-реаниматолог и сказала: «Ольга, ты чего плачешь? Пошли смотреть на твоего богатыря». Они смотрели на меня сквозь стекло, а я будто был рядом и наблюдал эту картину со стороны. Помню заплаканное лицо мамы, ее улыбку сквозь слезы, больничный халат, палату с другими детьми, которые лежали в медбоксах. Не понимал, зачем я здесь. Было легко и спокойно, отсутствовали мысли, будто сторонний наблюдатель. Не было ни пола, ни предназначения, переливающаяся, вибрирующая разными цветами структура, абсолютно невесомая, легкая, парящая на высоте 1,5-2 метров, ни к чему не привязанная и не относящаяся. Вдруг отчетливо понял, это крохотное безжизненное тельце, оно мое, и нужно вдохнуть в него жизнь. Не знаю, где решалась моя судьба, наверху, внизу, но я выбрал жить. И на следующий день мне стало гораздо легче. Моя мечта — родиться заново у этих же родителей, любящих, поддерживающих друг друга, чтобы они ждали моего появления в любви, в гармонии, в изобилии, чтобы родиться, потому что меня ждут, а не вопреки, чтобы мой первый крик, громкий, звонкий, сильный, слышали во всех уголках вселенной, чтобы я громко заявил о себе. Я пришел в этот мир быть счастливым, любимым, любящим, а не противостоять ему и не бороться с ним. Но нет, я опять не беременна. И я решаю послать все к черту, что все это мне не нужно. Мне не нужен ребенок. Я заставляю себя вернуться к жизни, строю планы, а вокруг все женятся, беременеют, и у всех все легко и с первого раза. А я злюсь, потому что у меня не так, потому что у меня не получилось.
я совсем ничего не чувствую. Что я только не перепробовала в поисках потерянных запахов. Все безрезультатно. Ответ всегда был один. Надо подождать. 2 года я жду и мечтаю только об одном, чтобы ко мне вернулось мое утраченное чувство. Я засыпаю с этой мыслью и просыпаюсь в надежде уловить хотя бы аромат свежесваренного кофе. 2 года я не живу, не чувствую, я просто существую в холодном, стерильном пространстве без вкусов и запахов. Ощущение запертости в собственном теле не покидает меня. Кругом тишина и безмолвие, чувство неполноценности. Сначала ужас новогоднего праздника, Новый год без запаха елки, мандаринов, оливье, затем весна. Ароматы просыпающейся природы, свежей зелени опять мимо меня. Я стала забывать, как пахнут мои дети, моя семья, мой дом. А недавно я заметила, что мой муж после долгого перерыва снова начал курить. Зная, что я не почувствую запаха табачного дыма, он обманывал меня, глядя прямо в глаза. Стало очень больно и обидно, что любимый близкий человек воспользовался моим недугом. Моя жизнь стала настолько скучна и бесцветна, что мне казалось, будто я ослепла и оглохла в один миг. Я больше не развожу в камине огонь. Я не пользуюсь духами. Я не приглашаю в дом гостей, ведь я не могу насладиться обычным приемом пищи. А когда наступило лето, я гуляла на рынке между торговых рядов с цветами. И вдруг меня опахнуло нежным, едва уловимым ароматом. Я сразу узнала его. Это была лаванда. Радости моей не было предела. Я решила, что запахи начали возвращаться ко мне. Я купила этот невзрачный кустик в маленьком горшочке и посадила его в своем саду под окном. Я так лелеяла и ухаживала за ним до самой поздней осени. Ведь это единственный источник запаха для меня, мой лучик надежды. А потом снова зима, снова Новый год, без запаха елки, мандаринов, оливье. Но в моем саду растет лаванда. И я пробираюсь к ней по сугробам, бережно откапываю и согреваю в ладонях эти замерзшие листочки. И я чувствую, я все еще чувствую этот запах. Значит, не все потеряно, и мечта моя жива. А мечтам свойственно сбываться. И моя мечта обязательно сбудется. Я ненавижу своего кота. Он меня достал. Я не хочу его видеть. Я не хочу его слышать. Я не могу его нюхать. Я хочу просто, чтобы его не стало у нас. На самом деле я доброй души человек. И хорошо к нему отношусь. И, боже упаси, никакого криминала. И мысли всякие идиотские. Бля, это же бедная, несчастное животное, маленькая скотинка и бла-бла-бла. Я просто не люблю домашних животных. Мне они не интересны. Меня не волнуют их трудности. Не доросла я до них. Ну вот такая я. Так получилось. Я хочу, чтобы его раз и вдруг не стало у нас. Как будто этого засанца у нас и не было. Меня бесит его тупая, ничего не выражающая харя. Эмоций ноль, интеллекта ноль. А его радостное желание нассать или приводить куда-нибудь, это вообще пипец какой-то.
Конечно, при всем при этом я понимаю, когда он орет, что ему надо. Там дверь открыть или пожрать. Но меня очень напрягает, что я обслуживаю его капризы. Я ему запрещаю ходить по столам и вообще лезть куда не нужно. Однако у меня есть смутные подозрения, что этот гад делает все, что захочет, когда мы спим или нас нет дома. При этом, при всем, он ведет декоративно бесполезное существование. Ни тебе погладиться, ни тебе помурлыкаться, ни тебе рядом полежать, ни тебе поластиться. Нахера он вообще нужен, если общение с ним осуществляется только на уровне миски и какашек? А шерсти везде, везде, и на столах, и на теле, и под одеждой, и на одежде, и на трусах. Я вообще молчу. А если дверь закрыта, если я закрою дверь, эта скотина будет мяукать, эта мохнатая сволочь будет орать, пока тебе мозг не вынесет. А ходить по квартире, я боюсь ходить по квартире. Вдруг я вляпаюсь во что-нибудь. В общем, для себя я все решила. Кто поддерживает существование кота в квартире, тот и обслуживает физиологию этой скотины. Выкинуть я его не могу. Поэтому жду, когда произойдет, ну, чудо. У меня есть старшая сестра. В детстве мы вместе с ней играли во дворе, когда все дети играют в казаки-разбойники, сломанный телефон, 10 палочек. Мы всей гурьбой ходили на карьеры, и там строили шалаши из высокого осота и жарили хлеб на костре. Я даже не помню, когда и почему между нами пробежала черная кошка. Между нами стали возникать скандалы на пустом месте, и наше общение переросло в ссоры и ругань. И претензии в мой адрес были такими нелепыми. И в конечном итоге все закончилось отчуждением, неприятием и злобой. Даже общее горе, смерть родителей не смогло нас объединить. Поначалу мне казалось, что мы можем остановить наше общение. Но, как оказалось, это только казалось мне. Я пыталась идти на сближение, но натыкалась на неприязнь, отчуждение, агрессию и обидные слова. Со временем я смирилась и успокаиваю себя тем, что не всегда родные по крови люди близки по жизни. У меня есть племянник, ему скоро 14. Ему с детства было запрещено общаться со мной. И когда мы с ним виделись, он даже боялся сказать мне привет и не смотрел в мою сторону. Но в редкие встречи, когда ее нет рядом, он прижимается ко мне и крепко-крепко обнимает. В моих мечтах мы когда-нибудь не станем адекватными людьми. Услышим друг друга, посмотрим друг другу в глаза без злости и обид. И я ей скажу: ты для меня самый родной и дорогой человек.
Ты у меня одна. Приходи ко мне на чай. Я очень люблю Москву. Я очень люблю Москву. Мой папа военный, и мы жили в военном городке, где-то в часе езды от столицы. И все мои самые яркие детские воспоминания связаны именно с Москвой. Я помню, в Москве было 850 лет. Ожидалось большое лазерное шоу на здании МГУ. Народу его посмотреть вышло так много, что метро не справилось, перекрыли Ленинский проспект, и огромное море людей, просто сколько хватало взгляда, шло по направлению к Воробьевым горам. Мы с родителями тоже шли в этой толпе, и это был какой-то невероятный детский восторг. Наступил 1997 год. Часть, в которой папа служил, расформировали, и родители приняли решение переехать поближе к родственникам. В Вологду. Я помню, мы сидим с мамой в поезде, я плачу, говорю: мам, мама, мам, а почему мы уезжаем? А почему Вологда? А давайте останемся. Мама, конечно, меня успокаивала, говорила, что мне понравится, что у меня будет хорошая школа. Я подружусь с новыми ребятами. Школа у меня и правда была хорошая, и друзей я нашла. А вот любви с городом у меня так и не случилось. С тех пор, как мы сюда приехали, у меня было ощущение, что как будто выключили свет. У нас никогда не было машины. Я помню, мне было лет, наверное, 10. На радио вышла песня Янка «Московская ночь». Магнитофон у нас тогда стоял на холодильнике. Я прилипала к нему, закрывала глаза, слушала и мечтала. А там был такой припев, помните? По Садовому кольцу я лечу, и рядом лунный ветер, лунный свет. О, по Садовому кольцу я лечу, и мне летит навстречу московская ночь. Я представляла, как вырасту, сдам на права, куплю свою машину, поеду в Москву и ночью прокачусь по Садовому кольцу. И вот я выросла, сдала на права с первого раза, купила свою машину и поехала в Москву за рулем сама. Ночью я поехала кататься по городу, выехала на Садовое кольцо, включила на телефоне эту музыку и помчала. По Садовому кольцу я лечу, и рядом лунный ветер, лунный свет. О, по Садовому кольцу я лечу, и мне летит навстречу московская ночь. В этот момент десятилетняя Катя ликовала. Конечно, у меня выпала слезы от радости, когда ты видишь эту красоту, когда буквально на глазах сбывается твоя мечта, и ты ее физически кожей ощущаешь. С того момента прошло уже почти 10 лет, а я помню эти эмоции, как сейчас. Приезжаешь в величественный Крымский мост, справа огнями горит парк Горького, слева Музеон, Кремлевская, Роганская, Курская, огромный Сталин, широчайший проспект, восторг, великолепие. Красота! Именно тогда я окончательно поняла, что хочу жить только в Москве. И в 30 лет все-таки решилась на переезд. Я поняла, что если не сделаю этого сейчас, то не сделаю никогда. Мне предложили работу, и через неделю я собрал свою жизнь в 8 икеевских пакетов. Села в машину и поехала жить в Москву. Мне повезло!
Все закрылось на локдаун. Работы не стало. Мне пришлось ехать в воздух. Вот я здесь. Как люди, слушайте, что снова вернуться в Москву. Но теперь мне уже мало просто жить в Москве. Я хочу быть москвичкой. И когда у меня в паспорте в графе прописка будет стоять город Москва, это будет еще один момент абсолютного счастья, когда выбьет слезы, когда вы очень собой гордиться и просить себя не привыкать. По-новому. Все началось в 80-е, когда на экраны телевизоров вышел фильм «Д'Артаньян и три мушкетера». И когда все влюблялись в Д'Артаньяна, я мечтала о волосах, как у Миледи. Длинные, объемные, кудрявые. Что с моими волосами что-то не так? Я поняла еще в школе. Мои 3 волосины, 3 ничтожные волосины, 5 рядов. Никак не хотели укладываться в прическу. Вам смешно? Вам смешно? Вам не понять! Сколько мне пришлось испытать! Что я с ними только не делала, красила! Завивала на бигуди, начесывала, делала химию! Ничего не помогало! После парикмахерских я плакала! И вот, когда я почти смирилась с образом лысой Миледи, я увидела предложение сделать прическу афрокудри. Так вот же она, моя мечта! Длинные, объемные, кудрявые. Неделю я сомневалась. А вдруг мне не подойдет? А вдруг я испорчу свои волосы? Да ну! Странно как-то, да? Ненатурально. Что скажут люди? И вот, через 6 часов колдовства над моей головой я впервые увидела свой кудрявый образ в зеркале. Снимите это немедленно. Это не мое. Я не так хотела. Почему вы меня не разговорили? Это слишком много для меня. Это не мое. Но уже через час я познакомилась с собой новой. А через сутки я поняла, что это
всегда в порядке. Как сказал один замечательный человек, все наши мечты родом из детства. Наверное, я не столько прожила, чтобы моя мечта была родом не из детства. Мои родители развелись, когда мне было 8 лет. Ну и, конечно, о чем мог мечтать ребенок? Я мечтала, чтобы мои родители были вместе. Чтобы они любили друг друга. Чтобы они были счастливы. Чтобы у нас все просто было хорошо. И только спустя 8 лет я поняла, что так не может быть. Так просто не бывает. Просто надо было мечтать о другом. Нужно было мечтать, чтобы они просто были счастливы. Чтобы у них все просто было в порядке. Как только я рассказала эту историю, ко мне пришел отклик. Знаешь, а мне кажется, у истории должен быть другой конец. Ребенок кричит и плачет. Знаешь, а моя мечта правда не сбылась. И никогда не сбудется. И вообще, я заставила ее похоронить себя там далеко-далеко и никогда про нее не вспоминать. Ведь я не о том думаю, я неправильно мечтаю. Но не может быть такого в жизни. Ведь это правда. Моя мечта не сбылась. И никогда не сбудется. И я помню себя маленькую, когда мои родители кричали и ссорились. А я забивалась в угол и думала только об одном. Это я во всем виновата. Это я во всем виновата. Если бы меня не было, они бы не ссорились. У них все было бы спокойно. Я не могла тогда понять, что ребенок не может быть виноват в конфликтах своих родителей. И когда меня отправляли спать, я оставалась в комнате одна. Мне было темно и страшно, и никого не было, кто мог бы поддержать меня. Я оставалась всегда одна. И сейчас, спустя годы, когда моя мама вышла замуж, мой папа женился, я понимаю, что наконец-то наступила тишина. Теперь никто друг с другом не ссорится. Теперь у всех все в порядке. А я научу себя понимать, что это не я во всем виновата. Я не виновата.